В Китае произошло крупнейшее кораблекрушение на пассажирском лайнере Dongfeng Zhixin. Круизное судно Dongfeng Zhixin был построен в феврале 1994 года. В 1997 году длина судна была увеличена на 11 метров. В 2008 году он прошел еще одну модернизацию, в результате чего его вместимость сократилась с 584 до 534 человек. По состоянию на 2015 год судно было 76 метров длиной, ширина 14 метров. Он принадлежал Chongqing Eastern Shipping Corporation и управлялся Xaihe Travel. Он совершал круизы в районе 3 ущелий во внутреннем Китае. Dongfeng Zhixin, как и другие круизные лайнеры по реке Янцзы, в последние годы подвергались усиленному контролю со стороны правительства из-за роста туристической индустрии в Китае. В 2013 году Дунфан, Джисин и 5 других судов были привлечены к ответственности за нарушение безопасности со стороны морского бюро Нанкина, хотя Чунцинская восточная судоходная корпорация не комментировала характер этих нарушений. Корабль Дунфан Джишин был речным круизным лайнером, который работал в 3 областях внутреннего Китая. В ночь на 1 июня 2015 года корабль, плывший по реке Янцзы, перевернулся во время грозы в Цзянле, провинция Хубэй, на борту которого находились 456 человек. 13 июня было подтверждено 442 погибших, 14 выживших, в том числе были спасены капитан и механик корабля. А в основном это были пассажиры в возрасте от 60 до 70 лет. Все они из Нанкина, откуда корабль начал свой круиз. Судно попало в зону шквала ветра и большой грозы в 21 час 19 минут, взорвалось нисходящим потоком ветра и опрокинулось судно в 21 час 31 минута, а затем круизный лайнер затонул в 21 час 32 минуты. Судно встретило порывы ветра 32-38 метров в секунду, это 72-85 миль в час. Часовой дождь наблюдался при 94,4 мм. Это самая ужасная морская катастрофа мирного времени в истории Китая и самая серьезная морская катастрофа, включая катастрофы военного времени, с тех пор, как в январе 1949 года затонул пароход «Тайпин», в результате чего погибло более 1500 человек. Около 21 часа 28 минут вечера 1 июня 2015 года корабль Дунфан Джисин совершал поездку на 1500 километров из Нанкина в Чунцин на реке Янцзы. Когда корабль находился около Циинджис, он попал в шторм и затонул на глубине примерно 15 метров. Капитан и главный инженер сказал, что корабль был поражен торнадо, и китайская метеорологическая администрация подтвердила, что торнадо произошло в Цзянле с ветровыми скоростями, достигающих примерно 138-177 км в час. В то время было широко распространено мнение, что торнадо обрушился на реку недалеко от места нахождения корабля и не могло повлиять на опрокидывание судна, основываясь на данных доплеровского радара и других доказательствах. В официальном отчете было обнаружено, что сильнейший пролив во время грозы с порывами более 118 км в час было вероятным причиной опрокидывания. По словам членов экипажа, которые были спасены, шторм обрушился и быстро опрокинул корабль, в то время как большинство пассажиров спали. Один спасенный пассажир заявил, что судно было затоплено водой, и из-за бурных речных условий оно перевернулось после крена более 45 градусов. 7 выживших смогли доплыть до берега и предупредить власти примерно через 2,5 часа после опрокидывания. 13 июня китайские власти сообщили, что на борту находились 456 человек, были обнаружены 442 тела и спасены 14 человек.
Для этого района были выпущены сводки суровой погоды, которые впоследствии следовало разослать всем судам, идущим по реке в этом районе, чтобы они приняли необходимые меры предосторожности. Нет никаких подтверждений того, что судно Дунфан Джи-Син был должным образом уведомлен о непогоде, хотя было показано, что по крайней мере еще одно судно, путешествующее поблизости, приняло меры предосторожности из-за погодного предупреждения. Капитан судна и старший механик, двое из спасенных, были взяты под стражу для допроса. Спасательные работы были предприняты немедленно, чтобы спасти пассажиров и экипаж, и они достигли полномасштабного уровня примерно через 12 часов после опрокидывания. К 4 июня было подтверждено, что 82 человека погибли, некоторые тела были выброшены на берег в 50 километрах ниже по течению от места крушения. Сразу после этого были спасены 14 человек, в том числе инженер и капитан корабля. Согласно сообщению Центрального телевидения Китая, спасатели смогли услышать звук людей, оказавшихся в ловушке внутри судна. Система видеонаблюдения сообщила, что поисковые группы слышали крики людей с корабля. На это место была отправлена 1000 полицейских из вооруженного полицейского корпуса Хубэй на 40 надувных лодках. Власти сообщили, что поисково-спасательные работы включали 3000 человек и 50 лодок. Экипажи использовали как подводные подходы с водолазными приборами, так и надводные подходы через отверстия, прорезанные в перевернутом корпусе. Были предприняты дополнительные поисковые работы, чтобы найти выживших или тела на расстоянии до 220 километров ниже по течению от места крушения. У плотины 3 ущелья вверх по реке было приказано сократить наполовину расход воды, чтобы понизить уровень реки для проведения спасательных работ. 5 июня перевернутый корабль был снабжен тросами и сетями, а отверстия в корпусе заделаны, чтобы выровнять корабль и возобновить поиск выживших или тел. В ходе обыска были обнаружены только тела. Дальность поиска была впоследствии расширена до 1000 километров вниз по течению 5 июня. Китайское правительство цензуры новостей и обсуждения этой аварии жестко контролировали СМИ. Постоянный комитет Политбюро пытался контролировать общественное мнение о ликвидации последствий стихийных бедствий, выпуская приказ, как понять горе семей и конкретно сохранить социальную стабильность. 30 декабря 2015 года правительство Китая опубликовало отчет о расследовании инцидента. В сообщении говорилось, что из-за сильных штормов судно Дунфан Джи-Син опрокинулся. Он также обнаружил, что у судоходной компании и местных властей были недостатки в их повседневном управлении и предложил соответствующим образом наказать 43 человека. 7 июня более 500 спасателей и правительственных чиновников на этом месте скорбели во время трехминутного молчания после заявления министра транспорта Ян Чуантана. Согласно китайской традиции, 7-й день является ключевым поводом для оплакивания кончины мертвых. Чтобы оплакать жертв, все китайские спутниковые телеканалы приостановили развлекательные программы с 7 по 8 июня.